Друзья, всем огромный привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Мы сейчас находимся в Сеуле, у нас последний день в Южной Корее, и сегодня мы прогуляемся по рынку с едой, также посмотрим различные сувениры и товары. Мы снова в Сеуле, и сейчас мы живем в отеле Travel Lodge. Покажу вам его немножечко подробнее. Этот отель очень популярен среди европейских и русских туристов. Отель находится в районе Донгдоемон. Сейчас я вам покажу немного ресепшн. На ресепшене можно попить кофе, купить капсулы и в автомате сделать кофе. Также здесь можно распечатать документы, погреть еду в микроволновой печи, оставить свои вещи, если вдруг нужно, на хранение. Также вот у нас ресепшен, очень многолюдно здесь всегда. Здесь находится еще один интересный автомат, где можно приобрести гель для душа, мыло, тапочки, предметы первой необходимости. Сейчас на лифте поднялась до 21 этажа. Здесь можно посидеть на крыше. Ну и здесь не особо открывается какой-то впечатляющий стройка вокруг. Ну, здесь немножко вид поинтереснее, но туда нельзя подойти. Сейчас я спустилась на нулевой этаж, на -2 точнее. Здесь находится фитнес-зал. Где можно позаниматься на ковриках. Видите, 2 коврика и даже перед зеркалом очень удобно. Также есть гантели различные, эллипсоид, велосипед и беговые дорожки. Также есть весы, можно взвеситься. И специальный ролик, чтобы делать массаж спины. Здесь можно увидеть план отеля. С 20 по 2 этаж это все комнаты. На 1 этаже находится ресепшн, кафе, хранение багажа. На -1 уже полноценная столовая, где проводят завтраки. Можно также поужинать за дополнительную плату. И на -2 этаже фитнес-центр. Пройдем в нашу комнату. Она у нас, конечно, небольшая, но зато комфортная и удобная. Как обычно, электричество работает от карточки. У нас их 2, поэтому одну можем оставлять в номере, другой пользоваться. Огромное зеркало. Смотрите, какое. Почти до потолка. Здесь, что интересно, здесь контроль управления кондиционера, здесь контроль управления светом, небольшой телевизор. Красивый вид из окна на другие высотные здания. Огромная двухспальная кровать с удобным матрасом. Если нужно будет заменить постельное белье, то просто оставляем вот эту карточку на нашей постели. Также есть шкафчики и полочки, и шкафчики. Здесь у нас чайник, кружки, чай, кофе. Каждый день, наверное, это приносят. Есть сейф, есть холодильник. В холодильнике 2 бутылочки воды, каждый день дополняет. Здесь рабочий столик, предусмотрительные USB-порты есть, и HDMI, если вам нужно выводить на большой экран, розетки. Сейчас я вам покажу еще вид из окна. И что удивительно в таком маленьком номере, то что у нас большая ванная комната. Полотенчики, причем, смотрите, есть большие. Это редкость для Кореи, не во всех отелях есть большие полотенца. Очень часто бывает так, что только маленькие. Унитаз, раковину,
Много места для того, чтобы расположить косметичку. Опять огромное зеркало. Ну и, конечно же, душ. Тропический душ. Есть шампунь, есть гель для душа. Мы идем на завтрак. Сейчас посмотрим ассортимент, который здесь есть. Так, ребята. Это у нас сыр тофу и свинина в соусе. Жареный рис. Яйца вареные. Это что у нас такое интересное? Это что-то типа сладкого пирога начинкой. Либо пирога, либо что-то типа котлеток каких-то. Надо пробовать. Ну, это то, что сладенькое, какой-то хворост. Воздушный рис, что ли, как будто бы. Здесь у нас... Давайте посмотрим. Хорошо. Я думаю, это картофельный суп их местный. Угу. Здесь тоже их местный суп с водорослями. Просто рис. Кимчи. Также есть салатная станция, помидорки, зеленюшка. Можно все это сдобрить вкусным соусом, который здесь стоит. Также есть джем, масло, хлебушек и еще сок. Во второй половине дня мы приехали в район, который называется Мёндон. И популярен он своими магазинчиками, ресторанчиками, а также уличной едой. Сейчас мы зашли в один из косметических магазинов. Вот меня, видите, как здесь сразу же взяли в оборот. Наносят маску на лицо. Вот также Томочка, здесь же рядышком. Подробностей не знаю, что это за средство, но сначала увлажнили кожу, а теперь чем-то смазываем интересным. Ну, главное, что это процедуры все безвозмездные и весьма приятные для вашего лица. Тома. Так, рассказываю подробности. Это все с эссенцией улитки делают косметические средства. Они безумно приятные, но прикольно, что ты приходишь в эти магазины и тебе все еще консультанты наносят на лицо. Это здорово, да? Я такой первый раз вижу. It's nice. You use this one, yes, toner with collagen, and This one's the one. Guys, which one do you like? Is it like this one or this one? This one, I This think one's it was massage. And this one, little bit no need better. massage. Мгм. В общем, ребята, как обычно, уход у нас идет из тоника, из эссенции, она с коллагеном, это для глаз, и это кремик очень приятный, стоимость 72%. стоимость от 35 до 50 тысяч за каждое средство. На самом деле очень много магазинов с различными масками, кремами. Все пытаются вас зазвать в магазин, предлагают различные акции. Также сейчас увидели палаточку с местными, как назвать эти водоросли? нори. Нори, да. Дают попробовать различные вкусы. Сейчас я буду пробовать с трюфелем. До этого мы уже успели попробовать с кимчи, с местным барбекю. Также есть с кукурузкой. Ой, Это для меня самый вкусный. Я обожаю трюфель. действительно вкус трюфеля. Если вы представляете этот вкус, конечно, друзья. Стоимость одной упаковки, в которой 5 пачек, 10 тысяч вон. Немного уличной еды. Очень популярные бутерброды с яйцом, сыром. 2500 вон стоит подобный бутербродик. Но мы с вами сегодня еще увидим много, я надеюсь. Много уличной еды и что-то обязательно попробуем.
Увидели еще один магазин косметики, я все присматриваю, чтобы привезти домой подарки своим подружечкам, родителям. Надо зайти в еще один магазин. Так, ребята, самое выгодное, наверное, что здесь можно купить, это маски для лица. Потому что их сразу продают в большом количестве. Например, за 10 тысяч вон вы можете купить сразу 20 масок. Здесь уже цены подороже, но и качество масок совершенно другое. Я думаю, что вы знаете эти марки, потому что в России они также продаются, но подороже, естественно. Здесь уже стоимость 35 тысяч вон за упаковку из 10 масок, правильно? И Из здесь 20. Из 20, да, потому что идет 1+1, правильно понимаю? Да. И вот здесь вот можно купить за 50 тысяч вон вот такой вот просто пакетище, набрать этих масок и поехать домой. Будет полный чемодан. Видите, девчонки едят, значит, очень аппетитно, что-то вкусное. Местные шашлычки. Есть два вида куриного барбекю. Либо с острым соусом, спайси, либо с соусом терияки. Стоимость 5000 вон за одну шпажку. Начинается уличная еда. Если до этого мы встречали больше магазинчиков различной косметики, то сейчас уже огромное количество палаток. Это что-то типа тапиоки, да? В соусе. Какого-то теста, да, и ньокки, да, и там дальше у нас идут дамплинги жареные, со свининой, с кимчи. Ну, вот здесь небольшое описание. Фишкейк. Ну, кстати, мы должны его попробовать. Знаете, друзья, что это такое? Теплится в бульоне. Очень похоже на тянучее тесто. И в крабовом, это все в крабовом бульоне, называется фишкейк, если по-английски. То есть рыбный торт. И все это дело подается в стаканчики, и туда наливается бульон, и вы, соответственно, это тесто тоже поглощаете. Ну, я думаю, если не в этой палатке, то в следующей мы это все дело возьмем и покажем вам, как это на вкус. Здесь также можно попробовать японский десерт, который называется мочи. Это тесто, внутри него начинка. Он не очень сладкий и приятный. Тут из дыни есть, из блюберри. Прямо здесь же его готовят. За одну штучку 4000 вон. Еще одна популярная палаточка. Здесь вот есть лобстер. Он иногда шевелится, хотя он искусственный. А здесь готовят настоящего лобстера. Опаливают мясо. После чего берут этого лобстера, добавляют немножко сыра, ставят на тарелочку и в печь на несколько минут. Примерно через 2-3 минуты вынимают из печи. Сыр расплавился. И так уже подают тем, кто решится это приобрести за 20 тысяч вон. Еще один достаточно популярный снэк. Картошечка жареная во фритюре. Вот так ее делают. Сначала в виде спиральки готовят, а после чего отправляют в масло. И на выходе получается картошечка. Также есть палатки со всевозможными крабовыми палочками, сосисками, сардельками во фритюре. Вот даже подобные варианты. Стоимость 4000 вон за любую шпажку. Вот некоторые за 5. Еще одна популярная сладость, популярная палаточка — это вафли. Бывает с различными изображениями. В данном случае это рыбки. Внутри них находится сыр. И получается рыбка с сыром. Либо есть еще варианты вот с нутеллой, да, с красными бобами даже. Вот видите, red bean. То есть вариации разные. И стоимость такой рыбки. And how much is the fish? 4000. 4000 вон. Друзья, подошли к очень нажористой теме. Это рулетики, которые делают из бекона, и в них заворачивают различные овощи. После чего обжаривают на масле. Получается очень-очень большая сытная котлета.
Что ты думаешь по поводу этого рулетика? Я думаю, один такой съешь и на целый день наевшись ходишь. Да, я тоже так думаю. Мы, на самом деле, обязательно, как я уже говорю, что-то попробуем. Скорее всего, вот фиш-кейк хотели попробовать. Но подобные лакомства, как вот эти рулеты беконные, пробовать не будем, потому что у нас сегодня вечером еще предстоит полноценный ужин. Кстати, стоимость этого рулетика, мы пока не узнали. Сколько? 10 тысяч. 10 тысяч вон. И, получается, в беконе у вас завернуты кимчи, сыр, лук и какие-то еще листочки, какие-то еще... Типа нори. Ну да, да. Также на улице встречаются блинчики с медом. 2000 вон стоит подобная лепешечка. Пришло время попробовать так называемый фиш-кейк. Сейчас я вам покажу еще, в чем разница. Когда вы видите в обычной водичке, это значит, что обычный стандартный не острый. А если вы видите водичку такого цвета, красного, бордового, то это значит острый спайси. Мы какой берем? Спайси. Спайси? Да. Так, ну давай, бери шпажечку. Одна шпажка 2000 вон. Давай такой самый-самый. Ну, давай другую. Пусть стечет, хотя бульончик, я знаю, очень вкусный. Его даже можно добавлять в стаканчик отдельно. Так, ну, держи. Давай. Пока держи. Давай поменяемся. Ты пробуешь? Да. Ты не будешь пробовать, да, пока? Ну, конечно же, буду пробовать я. Да-да-да. Немножечко добавляем бульончика. Оп. Ну, пожалуй, все. Давайте начнем с бульончика. Ой. Во-первых, это реально очень острое. То есть, я не уверен, что надо было брать спайси. Мы хоть любим острое, но здесь это действительно очень острое. Мне кажется, что просто обычный был бы пресный. А бульон похож, ну, на, как, я не знаю, как в дошираке, что ли, да, такая. То есть, как будто из лапшички. Суп с крабом. Ну, все, пришло время. Ой. Осторожно, не капай на себя. Это получается как блин. То есть, вы едите блин, который со вкусом краба и очень-очень острый. Я думаю, да, всем людям, кто захочет это попробовать, лучше брать не острый. Потому что острый — это прям для таких матерых любителей остренького, как мы. Немного тянется. Ну, пропитан в крабе. Не знаю, на самом деле вкусно. Вкусно, просто блинчик со вкусом краба получается. А вон, смотрите, ребята, как краб там внутри плавает. Можно попробовать лапшу. В нее добавляют тоже различные начинки: морковка, лучок, местные грибы. Здесь сладости в глазури: клубничка, сливы. Выбираете либо в глазури, либо в шоколаде. Рынок работает ежедневно с 5 часов вечера, в выходные даже немножечко пораньше. Поэтому приходите сюда, здесь очень здорово, много всего можно попробовать новенького. Смотрите, вот курочка тоже в карамельной глазури. Здесь также можно взять свежевыжатый сок из киви, из дыни, из арбузика. 5000 вон за стаканчик. Друзья, после поедания фиш-кейка мне срочно надо что-то попить, поэтому настолько острый, вот, если брать, поэтому давайте возьмем. Вот теперь другое дело. Взяли сок из киви, ананаса, там еще вариант был с арбузом, с дыней. В общем, конечно, желательно после острова что-то молочного такого, да, йогуртового, кислого, но сок тоже помогает. На самом деле уличной еды здесь очень-очень много. Мы показали вам лишь малую его часть, потому что здесь даже не одна улица, а улицы пересекаются. Здесь целый проспект, целый район с едой, с магазинами. Кстати, магазины есть и всеми известные нам бренды, такие как H&M, ну или другие, там Zara. Также встречаются, из интересного, встречаются магазины-аутлеты на кроссовки, на кеды, то есть на обувь. Мы, кстати, не проминули возможностью и с Томочки также кое-что приобрели. Вот, ну, в частности, кроссовки взяли.
Цены, конечно же, раза в 2-3 дешевле, чем в России. Ну, друзья, если вам эта тема будет интересна по поводу именно аутлета обувного, то напишите нам в комментариях, либо в личку, мы вам поподробнее расскажем, где что, какие магазины, где подешевле. корейского барбекю, но это не простой ресторан, это буфет. То есть мы заплатили 16 800 вон с человека, и теперь можем набирать сколько угодно мяса и его самостоятельно готовить. Помимо этого, также можно набирать салатики, капустные листы, айсберг, так они называются, и другие соусы и закуски. В этом ресторане два вида свинины. Для начала мы взяли попробовать шейку, мы ее уже приготовили. Чуть позже мы попробуем второй вид мяса. Нам сказали, что это как раз вот другой вид мяса, он как раз национальный корейский. Не знаю, может... Называется трехслойный. Трехслойный, да, потому что там много сала. Но попробуем. Так, давайте. Также нам порекомендовали соус в виде соли и кунжутного масла. Сейчас ты очень удивишься. Узнаешь? Да, вот эта приправа кунжутная, да? Где мы ее с тобой? Да ей везде пахло, мы не могли понять, что это такое. Очень часто, да. И рис еще готовят, они с кунжутным, получается, маслом. А еще здесь русскоязычная официантка, и она все объясняет, как готовить. Да, нам помогали готовить, рассказали, как, что включать, как что резать, переворачивать. Также у нас много закусок, еще вот блюдо, которое похоже на яичную запеканку. То есть это в духовке, да, приготовлен некий омлет, который, насколько мы знаем, несколько часов тушится. А также у нас здесь поспевает супчик, то есть бульон, который можно использовать как супчик, можно туда положить мясо. Еще очень популярно в Корее есть барбекю вот в таком листике. Я положила туда соус, мяско. Кстати, спец очень похож на такой восточный. Остро? Не, для меня не остро. Знаете, получается некая шаурма, только зеленая. А добавили мы туда вот эти вот 3 соуса. Они нам сказали, что острые. Здесь специальные специи, здесь он такая с водичкой. Ну, в общем, все это вместе перемешали, добавили в листочек, и теперь Тома это поглощает. Мы взяли еще немного мяса. Здесь у нас шейка, которую мы только что ели. А здесь мы взяли попробовать именно вот это знаменитое корейское барбекю. То есть мы долго пытались понять, что это за свинина, но нам говорили, что это именно корейское барбекю. То есть мы название знаем только такое. Давайте я покажу, как это все происходит. Во-первых, добавляем немножко огня. И теперь кладем кусочки. Все, друзья, ждем. Пока нравится нашим мясом, решила попробовать тартар. Мы заказали его отдельно, стоимость 9000 вон. Я в России часто пробую тартар, это одно из моих любимых блюд. В корейском варианте я буду пробовать в первый раз. Смотрите, здесь у нас получается редька дайкон, желток, ну это привычно, и лежит на листочке айсберг, если не ошибаюсь. Теперь давайте все это размешаем. Еще я чувствую, что тартар приправлен кунжутным маслом. А еще я пробую тартар первый раз палочками. Обычно, естественно, я ем это вилкой.
свежее. Я забыла сказать, что это говядина. Очень-очень нежные кусочки. И я прямо чувствую очень сильно вот эту вот приправу из кунжутного масла. Так, а нам надо переворачивать мясо, пока оно не убежало. Давай, помогу. Скорее, скорее. Для резки мяса все время используют ножницы. Порезали на мелкие кусочки, теперь, скажем так, доготавливаем. А про лапшу сейчас Томочка вам расскажет. Попробуем суп. Принесли отдельно еще ножницы, чтобы нарезать лапшу. Это очень необычный суп, потому что он холодный. Я знаю, что в Корее есть еще знаменитый суп укси. Это что-то вот типа такого же, но мы еще ни разу не пробовали конкретно в таком варианте. Здесь у нас огурчик, редька дайкон, белая рисовая лапша, соус и яичко сверху. Но для меня вкус, честно, немножко странный. Вроде бы что-то похоже на фритёзу, а вроде бы, знаете, она более такая слипшаяся. Ну, я считаю, что это суп на любителя. Как мне, ну, я бы, наверное, поела бы лучше борща. Так, а между тем у нас наше мясо приготовилось. Давайте попробуем кусочек. Горячее. Так нам и не удалось узнать, что за часть свиньи. Может быть, вы знаете, там еще такие большие белые прожилки, похожие на кости, но это как бы из толстых жилок. Очень характерно. Не знаю уж, из какой части это. Но от шейки даже сложно отличить, хотя мясо более что ли белое, да, такое более плотное и жира побольше. Я вот люблю соус, который из соли и кунжутного масла. У нас третий подход к мясу. Теперь Томочка виртуозно владеет щипцами и ножницами. Ребята, я поняла, что корейское барбекю мне все-таки очень нравится. И в последний день в Корее я это поняла. Несмотря на то, что я не очень люблю свинину, здесь мне прям нравится. Знаете, мы делаем такие поджаренные кусочки, что получается, как будто бы ты ешь какие-то чипсы с различными соусами. Мне больше всего нравится с солью и с васаби. После ужина мы вновь вышли на шумные улочки района Нёмдон. Немножечко грустно, потому что наше путешествие спустя полгода прошло. Полгода, друзья. Сначала 5 месяцев на Филиппинах, потом Гонконг, потом Макао, потом опять Гонконг, потом Южная Корея. 3 недели в общей сложности мы с вами путешествовали по Южной Корее. Ну а теперь пришло время возвращаться домой. Хотя, возможно, вы смотрите это видео, а мы уже находимся в новом путешествии. Наверняка так и будет, друзья. Поддержите нас лайком, комментарием. Любые вопросы, мы на все отвечаем. До новых встреч! До новых встреч! Пока, ребята! Пока!